Все, что становится модным, в любом случае принадлежит прошлому. В давние времена английские рыцари, отправляясь в дальние походы, непременно брали с собой длинную накидку из козьего пуха с глубоким капюшоном. Это была незаменимая вещь. На ней было удобно есть, тепло спать. В ее широких складках легко прятались озябшие руки и фляжка любимого виски. Кейп – разновидность верхней одежды, накидка без рукавов свободного кроя, закрепляющаяся на шее и часто имеющая прорези для рук. Разные народы называли одежду такого рода на свой лад. Например, салоп – верхняя женская одежда в виде широкой длинной накидки с пелериной и прорезями для рук, распространенной в России и Западной Европе, преимущественно в первой половине XIX века. В викторианскую эпоху кейп вышел в свет. Его начали носить особо голубых кровей на вечерние званые ужины и прочие торжественные приемы. Короткие плащи-накидки стали модными с середины XIX века. Тогда и появилось название кейп. И хотя наряду с кейпом существовало немало других названий для одежды такого рода, именно понятие кейп прорвалось в современную моду и закрепилось в модной терминологии. С 1910 года плащи-накидки стали уходить из моды. С середины 20-х годов накидки, заменяющие пальто, периодически появлялись на модном горизонте, но доминирующими были другие силуэты. Кейпы в первой половине XX века часто можно было увидеть на медицинских сестрах. Новый всплеск так называемых кейпов, заменяющих куртки и пальто, произошел в 1960-е годы, а в последующие декады кейп периодически возвращался в моду, но уже никогда не был ведущим трендом среди верхней одежды. Я не стала углубляться в средневековую Англию и шить кейп английского воина в своем первоначальном виде, и я решила создать некую сборную репродукцию кейпа XIX века. Но по описанию моего будущего кейпа вы сможете понять, что он больше напоминает салоп. Мой салоп будет довольно простого кроя, но все же я решила дополнить его некоторыми модными в XIX веке тенденциями. Разная длина. Спереди более короткая, сзади, соответственно, более длинная. Разрезы для рук, характерные для салопа. Плечевые рельефы, которые делали женский силуэт более элегантным. Пелерина с капюшоном – также характерный элемент для салопа XIX века. В качестве основной я выбрала винтажную шерстяную ткань в клетку. Кстати, клетчатая ткань была в моде в середине XIX века. Я уже сняла нужные замеры и перенесла их на эскиз, чтобы лучше ориентироваться. На улице октябрь, поэтому я утепляюсь и приступаю к работе.
Я выкроила передний клин. Вроде бы выглядит неплохо. Но я бы, пожалуй, подняла немного разрез, чтобы было больше свободы движения. Я закончила выкраивать детали из основной ткани и приступила к подкладке. У меня синтетическая тафта с шелковой вышивкой. Выкроила детали из подкладки. Сколько каких деталей и из какой ткани нужно, я для вас зарисовала. Мы имеем такие детали: передний, передний боковой, задний боковой и задний клин. Из основной ткани и из подкладки. Вчера весь день ушел на то, чтобы выкроить все эти огромные детали. Ну а сейчас я сколола детали лицом к лицу и наконец-то приступила к шитью. Я сшила все детали из основной ткани. Сейчас очень важно разутюжить все швы. Теперь приступаю к подкладке. Проделываю с ней то же, что и с основными деталями. Сшиваю между собой. Задний клин, который самый длинный, я изначально задумала задрапировать. Долго примеряя разные складки и сборки, я все-таки решила, что гармоничнее всего будут смотреться две встречные складки. Сшиваю шерстяные детали с подкладкой по двум передним срезам, сложив их лицом к лицу. Я уже вывернула и проутюжила передние края с небольшим перекатом, чтобы не было видно изнанку. Скалываю горловину, шов к шву и прокладываю строчку прямо по лицу. Потом этот срез закроется воротником.
Я сделала отстрочки по всем швам, что заняло у меня полдня, кстати, чем заодно и закрепила подкладку на разрезах для рук. Я изначально заложила в горловину пару десятков дополнительных сантиметров, чтобы потом преобразовать их в красивые складки. Закрепляю все складки потайным стежком вручную. Выкроила деталь воротника и нарисовала желаемую форму. Сложила лицом внутрь и прострочила. Выворачиваю и проутюживаю. С лица кейпа я прострочила на машинке воротник, а с изнанки подвернула, закрепила булавками и прошила вручную. Воротник готов, осталось немного его приутюжить. Во время осеннего дождя определенно приятнее работать. Подворачиваю низ кейпа и прошиваю в 2 сантиметрах от края.
Осталось проутюжить низ, и кейп готов. Пришло время приступать к верхней пелерине. Выкраиваю по 3 детали из 2 тканей и сшиваю боковые швы. Как и раньше, складываю детали лицом к лицу, но перед скалыванием я сшиваю 2 черные ленты из костюмной ткани. Сначала я хотела использовать репсовые ленты, но я подумала, что они будут сильно дешевить внешний вид салопа в стиле 19 века. Укорачиваю припуски на фигурных концах и выворачиваю ленты. Вкладываю ленты, и теперь можно скалывать все слои деталей и прошивать по всем срезам, кроме горловины. Через нее потом будем выворачивать пелерину. А необработанные срезы горловины скроются под капюшоном, который я буду пришивать по принципу воротника. По моему голосу вы уже явно догадались, что я болею. Именно по этой причине процесс шитья растянулся на столько дней. Соответственно, я просто не успела в срок сшить, снять и смонтировать. Поэтому на прошлой неделе вы остались без видео. Но я думаю, что вы меня простите, а я постараюсь скорее вылечиться, потому что на носу Хэллоуин, а у меня на него уже есть грандиозные планы. Капюшон.
Выкроила по 2 таких детали из основной и подкладочной ткани. Прошиваю по рельефу. Затем сшиваю детали между собой. Я уже пристрочила капюшон с лицевой стороны пелерины. Осталось подвернуть и прошить вручную подкладку. Пуговицы я решила обтянуть тканью, а петли сделала вручную без использования машинки. И это был последний этап работы. Салоп готов.